Спасибо за ваш вопрос. Анкара-Пекин очень интересное, я бы сказал, двоякое взаимодействие. Почему? Значит, действительно, вот если мы говорим про шелковый путь, мы всегда должны понимать, во-первых, что это первое, что это антиамериканский проект, то есть это проект разворота торговых потоков Китая другим странам, чтобы компенсировать экспорт, потеряющийся потенциально из-за трений экспорт США на другие страны. То есть это первое, что мы должны понимать, что Си Цзиньпин начал антиамериканский экономический проект. Второе, что мы должны понимать, что это вовсе не культурный проект, это не эфемерный какой-то проект из многих частей. Это проект инфраструктурный, то есть это железные дороги в первую очередь. Да? В чем его состоит суть? В Китае и в Европе одинаковая железнодорожная колея, в России она другая. Да? В Турции начинается китайская железнодорожная колея. То есть вот я просто долго заходил в Турцию, и именно идея Пекина была такова, что переделать эту колею в странах Средней Азии, в Иране с заходом на Турцию, и уже прямой железнодорожный маршрут, вот эта линия жизни, когда, если противостояние с американцами зайдет в решающую стадию, американцы начнут просто топить китайские суда, да, что морской путь не работает, значит работает железнодорожный путь. Вот этот путь должен был соединиться с Анкарой. Пекин-Анкара — это именно вот такие железнодорожно-инфраструктурные проекты. Это не единственный путь, но это один из основных. В 2015 году с советником Эрдогана стал такой некто Е Цзяньмин. У меня в книге про него есть, там и на сайте Южный Китай. Это такой неизвестно появившийся откуда миллиардер китайский, который считается, что были слухи, я уверен, что это на самом деле так и есть, что это внук маршала Е Цзяньина, да, такого очень легендарного маршала, тоже это просто отдельный клан, который контролирует весь Южный Китай. Этот человек, как только он туда приехал, значит, стал советником Эрдогана, да, сразу же начался сержантский переворот, гюленовский. То есть это была реакция Вашингтона на попытку Турции плотно войти в проект «Один пояс, один путь». После этого сотрудничество очень сильно заморозилось. И турки, у них вот есть вторая, вот теперь ко второй стороне подходим, да, вопросы китайско-турецкого противостояния. С одной стороны, Турция хочет и поток контролировать, то есть быть бенефициаром транспортного вот этого коридора, а с другой стороны, в Турции есть сила, которая вынашивает пантюркистский проект. Они очень сильно поддерживают уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Сразу же после Гюленовского переворота, вот почему меня смущает фигура Эрдогана, он очень, вот скажем так, вот он все время меняет свой вектор. Его нельзя сказать многовекторным, но вот его все время какой-то маятник векторов, да. И вот он, значит, перешел к поддержке уйгуров, да, то есть там поддержки уйгурского вопроса, да. Турция была в рамках вот нескольких десятков стран, которые выступили официально в поддержку уйгуров, и когда там начались какие-то очередная волна на Западе СМИ о том, что Китай притесняет уйгуров. Это вот второй момент. Значит, третий момент, да, почему все-таки, который вот, опять же, другую сторону, да, Турция и Пекин и Анкара — это конкуренты в торговой сфере. Пекин и Анкара, они обе страны производители легкой промышленности очень большие. И Пекин и Анкара конкурируют своими продукцией и на европейском рынке, и на российском, и особенно в Африке. То есть и там есть пекинские и турецкие продукты. В Саудовской Аравии, в Ближнем Востоке Пекин и Анкара — это производители Пекина и Анкары конкуренты. Да? То есть вот здесь вот очевидно есть такая вот база для противостояния. Но с другой стороны мы видим, да, что Турция стала реципиентом китайских вакцин, да, причем не одной, нескольких. И министр здравоохранения на показ Турции, да, вакцинировался, и Эрдоган китайской вакциной вакцинировался. То есть Турция — это такой странный игрок, который вот он как была в Османской империи. Я не тюрколог, я не знаю на самом деле досконально. Я вижу вот просто со стороны, что там есть несколько групп влияния, которые кидают все время страну куда-то вот и рулят, и она как вот корабль заблудившийся, да, где-то в море, то туда плывет, то сюда. И вот видно, что есть очень мощное противоборство. Есть прокитайская партия, которая говорит, что все равно мы будем опираться на Китай, нам Вашингтон не поможет. Да? Есть проамериканская партия, да, пробританская партия, которая строит Великий Туран. Как внутри там это все устроено, да? Какие силы поддерживают условно там западный выбор Турции, какие российские, какие китайские, мне трудно сказать, я не специалист. Но я вот вижу вот этот вот фон и четкая связь событий. Визит, значит, визит Е Цзяньмина, главы корпорации энергетической, да, который, кстати, потом его арестовали, тоже отдельная большая история, значит, не в Турции, а в Китае. И сразу же после этого Гюленовский переворот, да, сержантский,
в 2015 году. Здесь есть небольшая статья в книге про это, она на сайте Южный Китай тоже есть. То есть здесь вот это вот закручивается тема. Плюс, у Китая, с другой стороны, да, ставка есть какая-то на Иран. Иран это стратегически, хотя говорят, что они дружат с Турцией, ну, опять же, я что-то из истории, мне кажется, что все-таки исторически это все-таки геополитические конкуренты Иран и Турция, и Китай больше ставит на Иран. Это тоже ему мешает. И вот в этой вот попытке всеядности китайской есть и проблемность. То есть они и в Ираном хотят дружить, и с Саудовской Аравией, и Турцией, и это их постоянно им мешает. Они не могут сообразить. И у них тоже, возможно, нет взгляда единого на Ближний Восток. Просто все покупать, это, скорее всего, не будет работать. Вот. Но вопрос очень интересный. Я думаю, что эта тема очень большого, интересного исследования. Почему? Потому что и Турция, и Китай – это вот соседи наши. И если они объединяются, они могут объединиться за наш счет. Более того, я вам скажу, что новая геополитическая концепция существует сейчас в мире. Мое видение, да, такое, я не люблю очень про геополитику говорить, но в целом, никогда Россия раньше не существовала в таком пространстве, когда одновременно, значит, был мощный Китай на востоке, мощная Турция на юге, достаточно сильные восточноевропейские страны. Я не склонен недооценивать Польшу как и мощного игрока, да, и ее претензии, в том числе там и на Беларусь, и на часть Украины и так далее. И открытый Северный Ледовитый океан. То есть Россия сейчас находится, начиная с, когда полностью навигация на севере будет круглогодичной, у нас получается целое побережье начинает быть открытым. Арктика становится Средиземным морем мира. Это самый удобный путь из Азии в США и в Европу и обратно. И у нас, получается, страна находится просто по всем флангам окружена проблемными вопросами. Да, то есть проблемными какими-то точками и врагами. Вот аналогичная ситуация была с тюркским каганатом, который, в принципе, был бенефициаром торговли Китая и Европы по шелковому пути, но который в конечном счете разорвали. Да, Иранская империя, Византийская империя, Китай на части. То есть вот близкая по ситуация сейчас в России. И вопрос с Китаем, он такой коренной в этом плане. Турция и Китай – два коренных вопроса для России в ближайшее время. Если они не решаются, так и можно предугадать, в принципе, будущее. Да? Хотя я оптимист, все будет хорошо, я надеюсь, что нам все удастся избежать вот этих сложностей. Спасибо.